Привет, красавчик! Сегодня я расскажу тебе 3 работающие фразы для того, чтобы познакомиться с девушкой. А в конце этого видео я расскажу тебе про сообщение, на которое она обязательно ответит. 3 фразы, о которых я сегодня тебе расскажу, взяты из реальной жизни. Или мне так кто-то говорил, или моим подругам. И также мои клиенты говорят эти фразы для того, чтобы познакомиться с красивой девушкой. Я Оля Вастикова, психолог, помогаю моим клиентам стать увереннее в себе и построить счастливые отношения. Уже помогла более 2000 мужчин. От моих клиентов я знаю, что когда они видят красотку перед собой, то они обычно теряются и не знают, что сказать. Итак, 3 фразы. Начну с самой простой и закончим для самых смелых. Ты, конечно же, можешь переделать эти фразы на свой лад. Я даю тебе их просто для вдохновения. Первая фраза. Я так никогда не делаю, но я хочу сказать, что у тебя потрясающая улыбка. И я бы себя не простил, если бы тебе этого не сказал. Это фраза для тех парней, которые чувствуют себя неловко, когда подходят к девушке. Что тут важно? Эта фраза должна быть органична с тобой. Если ты ее просто выучишь и повторишь, то девушка это обязательно почувствует и скажет: «У меня есть парень». Мы, девушки, всегда считываем, когда кто-то говорит что-то неискренне. И это, конечно же, отталкивает нас от мужчин. Почему девушке понравится эта фраза? Потому что ты ее заметил, ты сделал ей милый комплимент, ты заметил, например, ее волосы, ее сережки, ее маникюр. Все это ты можешь заметить и сказать ей об этом, ей будет очень приятно. Где использовать эту фразу? Где угодно. Это универсальная фраза, которую можно использовать и в парке, и в общественном транспорте, и в ресторане, и в кафешке, и когда ты выгуливаешь собаку. Один мой клиент в кафешке как-то заметил симпатичную девушку. Он еще тогда не знал, что это его будущая девушка. Они сидели рядышком и пили кофе. И он обратил внимание на ее красивый маникюр. И сказал ей об этом, потому что он искренне этим восхитился и решил ей об этом сообщить. Девушка смутилась, покраснела, сказала спасибо, и после этого у них завязался диалог. Они до сих пор встречаются. Вторая фраза, второй уровень сложности. «О, твоя собака такая милая, она вся пошла в хозяйку». Для кого эта фраза? Для тех, у кого есть собака. Но не спеши выключать это видео, если у тебя нет собаки, потому что ее можно легко переделать. Почему девушке понравится эта фраза? Потому что ты делаешь комплимент вроде как ее собаке, но на самом деле ей самой. И, конечно, девушка вкладывает очень много сил в свою собаку. Она ее очень любит. И поэтому, получается, ты делаешь комплимент тому, что она любит. Версия для тех, у кого нет собак. Этот кофе такой же бодрящий, как и ты. Этот коктейль такой же праздничный, как и ты. Все зависит от ситуации, уместности и твоей фантазии. И, кстати, наличие собаки поможет тебе познакомиться, потому что у тебя есть компания, и тебе не будет так неловко знакомиться с девушками. Например, ты можешь поехать в какой-нибудь парк, в который давно мечтал съездить, потому что там, например, очень красиво, и познакомиться с новыми людьми и красоткой. Но это для того, чтобы устроить себе праздник, а не ходить каждый день угрюмо с собакой, как на повинность. Третья фраза. Уровень для смелых. Ты так сияешь? Тебе недавно сделали предложение? Эта фраза из реальной жизни. Как-то мы с подругой пошли в кафешку. Заказали себе кофе и ждем, пока его нам принесут. Бариста приносит нам кофе и говорит моей подруге: «Вы так сияете, наверное, вам недавно сделали предложение». Моя подружка очень смутилась, растерялась и сказала: вообще-то у меня даже нет парня. И бариста здесь молодец во всех смыслах, потому что так он узнал, что девушка свободна, так он сделал ей приятный комплимент, который даже сейчас я вам рассказываю. И вы можете также использовать это в жизни со знакомством с девушками. Чем закончилась история моей подруги и баристы? Она дала ему номер своего телефона, и они сходили на свидание. Почему эта фраза работает? Потому что бариста сказал не просто фразу, которую привыкли слышать все девушки, типа «ты красивая», а он заметил ее состояние, то, что у нее внутри. И, конечно же, она это оценила. Ну и как бонус, она сказала, что она свободна. Кстати, еще одна полезная вещь, как общаться с девушками. Если ты хочешь готовые примеры сообщений, на которые девушки отвечают, сообщения, которые девушка не игнорирует и после этого хочет написать тебе первой, я готова тебе дать этот клад, потому что именно сейчас я делаю курс по перепискам. На моем канале я заметила, что самая актуальная тема – это как переписываться с девушкой. Поэтому я готовлю курс, и ты можешь оставить заявку в анкете. Я собрала около 100 сообщений, которые сработали в переписках с девушкой. Для того, чтобы забрать этот клад, переходи по ссылке в описании. Итак, что мы сегодня узнали? 3 фразы для того, чтобы познакомиться с красоткой. Пользуйся и переделывай эти фразы под себя. Эти фразы для того, чтобы вдохновить тебя и придать уверенности.
только когда внутри себя ты почувствуешь, что ты чем-то восхищаешься в другом человеке, и ты готов этим поделиться, тогда-то и происходит магия знакомств. Ну и помни, ты красавчик, и Вастикова с тобой.